Всем привет! С вами снова я. И сегодня мы будем говорить о музыке. А именно мы будем говорить о моей музыке. Надеюсь, вам понравится. Итак, может быть, кто-то из вас знает, может быть, кто-то не знает, но я сочиняю музыку. Я пишу музыку. Иногда. Можно сказать, что это мое хобби. Мне не очень нравится слово «хобби», но по факту это мое хобби. Я начал заниматься музыкой достаточно давно, может быть, 7 лет назад. И раньше, может быть, с 20 до 25 лет я занимался музыкой достаточно активно и регулярно. В последние пару лет не очень. В последние 2 года я пишу музыку довольно редко. Не знаю почему. Наверное, потому что в последнее время я гораздо больше думаю о русском языке и об иностранных языках в целом. Тем не менее, я продолжаю посвящать свое внимание музыке время от времени, и я про нее не забываю. И вот недавно, спустя много времени, я загрузил свою музыку в интернет. Я, можно сказать, официально выпустил свою музыку, свои треки, и сегодня я хочу показать эти треки вам. Я хочу, чтобы вы их послушали, и если вам понравится, может быть, вы сможете добавить их в свой плейлист, поставить лайк и так далее и тому подобное. Итак, давайте я покажу вам свою дискографию. Я сейчас открою Spotify и буду чуть-чуть комментировать каждый свой трек. Окей, не каждый трек, но каждый релиз. Да, кстати, если вам что-то понравится, если вам будет реально интересно послушать эту музыку, то все ссылки я оставлю в комментарии к этому видео. Я оставлю ссылку на свой профиль в Spotify, на свой профиль в Apple Music, YouTube Music. Что еще? Также у меня есть музыкальный YouTube-канал. Короче, если вам будет интересно, то в комментариях к этому видео вы найдете все ссылки. Окей. Итак, сейчас я открою Spotify. Хорошо. Итак, первый релиз. Вот здесь. Или вот здесь, я не знаю, с какой стороны. Короче, сейчас вы видите обложку этого релиза. Обложка – это, например, чтобы вам показать. Вот, например, это обложка книги. Это обложка книги. И сейчас вы видите обложку моего первого релиза. Этот релиз, этот трек называется «Нигредо». «Нигредо» или «Нигредо», я не знаю, как это правильно читается, я знаю только слово. И этот трек звучит так.
Я написал эту композицию много лет назад. Я думаю, ну нет, не очень много. Может быть, 4 года назад, в 2021 году. И в то время у меня было что-то типа депрессии. У меня был очень темный период жизни. Я чувствовал себя хронически плохо. Даже не знаю почему. Наверное, потому что я стал чуть-чуть взрослее, начал больше думать о жизни. Также тогда меня бросила моя бывшая девушка, с которой мы встречались несколько лет. И, мне было грустно. Мне было просто грустно и неприятно жить. И во всей жизни я видел только негатив, и все казалось мне очень темным, мрачным и недружелюбным. И потом, со временем, я услышал про такой концепт, как нигредо. Если вы не знаете, что это такое, можете почитать в интернете, можете поискать в Гугле вот это слово, и вы примерно поймете, что это значит и почему я назвал этот трек этим словом. Хорошо. Дальше. Следующий релиз. Вот обложка этого релиза. И этот трек называется «Спокойная ночь». Или по-английски, я назвал его по-английски «Calm is the night». По факту можно сказать, что это ремикс, типа ремикс. Нет, это не ремикс. Это что-то типа ремикса очень популярной песни группы «Кино». У группы «Кино» есть песня «Спокойная ночь». И в моем треке я использовал, скажем так, сэмпл из трека группы «Кино», и также я украл их мелодии. По факту я не думаю, что я сделал что-то плохое, я ничего не копировал, я ничего не крал. То есть в моих глазах, в моей фантазии это типа трибьют группе «Кино». Трек «Спокойная ночь» группы «Кино» — это очень важная композиция для меня. Раньше я регулярно слушал эту песню, и у меня с ней особенные интимные отношения. Мне она очень сильно нравится, и поэтому я решил сделать, что-то типа музыкального трибьюта. Я сделал эту композицию, чтобы выразить свой респект. Да, эта композиция звучит так. Хорошо. Следующий релиз. Следующий релиз — это маленький EP. Вот это вот, или вот это EP, EP. Это типа мини-альбом. В следующем релизе 3 трека. Вот обложка этого релиза. Очень красивая обложка. Мне она очень нравится. Я делал эту фотографию в Москве вместе со своим другом. И этот релиз называется Юг МСК. МСК — это аббревиатура, которая значит Москва. То есть этот релиз называется Юг Москвы.
Раньше я много лет жил в Москве, и вся моя жизнь в Москве проходила на юге города. И, не знаю, эту фотографию, вот эту обложку я тоже сделал на юге Москвы. И мне захотелось назвать этот релиз «Юг Москвы». Окей. Должен сказать, что композиции в этом мини-альбоме не самые хорошие, не самые качественные. Я не могу сказать, что я считаю это очень хорошей музыкой, но эти композиции очень важны для меня. У меня с ними тоже какие-то особенные отношения, и этот звук почему-то дорог мне. Он дорог мне, он важен мне, и поэтому я решил зарелизить эту музыку. Тут 3 трека. Я не знаю, я не буду показывать вам все эти треки. Или буду, почему нет? Да, давайте просто послушаем фрагменты из каждого трека. Вот, это звучит так. Окей, это были фрагменты из 3 композиций. И все. Даже не знаю, что здесь еще сказать. Как всегда, думал, что расскажу что-нибудь интересное. По факту получается так себе. Хорошо, давайте посмотрим следующий релиз. Окей, это обложка следующего трека. И следующий трек, следующий релиз называется «Асуль». Испанское слово, которое значит «синий» на русском языке. Этот трек звучит так. Смотрите, тут интересный момент. Я не знаю почему, но я чувствую, что в этой жизни есть синяя музыка. Вообще есть феномен, когда у людей какие-то необычные процессы в голове, из-за которых они чувствуют цвет музыки. У меня это происходит только с синим цветом. То есть обычно, когда я слушаю музыку, я не очень хорошо чувствую цвета. У меня нет ассоциаций ни с какими цветами. Но почему-то я могу почувствовать синюю энергию музыки. То есть треки, которые ассоциируются у меня с синим цветом. И таких треков достаточно много. Вот, например, я могу показать еще один фрагмент старого демо. Это демо нельзя найти в интернете. Я не загружал этот трек в интернет. Но этот фрагмент тоже ассоциируется, очень сильно ассоциируется у меня с синим цветом. Он звучит так.
в какой-то момент мне просто захотелось сделать, не знаю, какую-то оду синему цвету. Мне захотелось сделать какую-то творческую работу, которая будет посвящена синему цвету. Я это сделал, и мне очень нравится результат. Я думаю, что это очень красивая композиция, и надеюсь, она понравится и вам тоже. Хорошо. Далее. Следующая композиция. Окей. Вот обложка к следующей композиции. И следующий трек называется Places We've Been To. Этот трек звучит так. Вначале у меня не было никаких идей. Очень часто я пишу музыку без какой-то изначальной идеи. Я просто сажусь, открываю компьютер, начинаю писать то, что пишется, и впоследствии у меня появляются какие-то идеи и ассоциации. И когда я написал этот трек, я начал чувствовать, что он почему-то сильно ассоциируется у меня со старым винтажным аниме. И для меня жанр этого трека — это что-то типа old school аниме лоу-фай хип-хоп. Не знаю почему, но почему-то я почувствовал сильную связь со старым аниме. Вообще я должен сказать, что раньше, когда я был ребенком, я регулярно смотрел аниме, и должен сказать, что аниме — это важный элемент в моей жизни. Я никогда не был гиком, я никогда не был большим фанатом аниме, но есть некоторые аниме, которые мне очень сильно нравятся и которые занимают важное место в моей жизни. К сожалению, в мире не так много хорошего аниме. Я смотрел много аниме-сериалов, много аниме-фильмов. Большинство из них мне показались не очень хорошими и не очень интересными, но есть некоторые, которые мне реально очень нравятся. И, кстати, как я сказал, у меня есть музыкальный YouTube-канал, на котором есть музыкальные видео к некоторым моим композициям. И конкретно к этой композиции я сделал что-то типа аниме-мьюзик-видео. Это выглядит так. Поэтому, если интересно, можете открыть мой музыкальный канал и посмотреть полную версию. Хорошо. И последний релиз, который я загрузил на стриминговые сервисы. Последний релиз — это небольшой альбом. В этом альбоме 7 композиций. Так выглядит обложка этого альбома. И этот альбом называется Ambient for Contemplating Life. Это небольшой альбом в жанре ambient. Я не знаю, знаете ли вы этот жанр. Если нет, то рекомендую с ним ознакомиться, потому что это очень красивая музыка. Я сейчас говорю про жанр. Да, не знаю почему, но в этом году, в 2025 году, я
достаточно часто слушал ambient, и я решил написать свой ambient. И в результате у меня получились... я всегда пишу довольно много треков, у меня всегда очень много демо, и потом, впоследствии, я выбираю лучшее. И в результате я выбрал 7 композиций, которые показались мне хорошими и достойными. Я не буду показывать вам все композиции. Давайте я покажу 2 или 3 или 4. Нет, я не знаю. Окей, давайте я покажу лучшие фрагменты. И я думаю, что в этом альбоме 2 трека можно назвать лучшими. Я думаю, что первый и последний трек этого альбома — это лидеры. Поэтому давайте я покажу вам, как звучат эти треки. Окей. Это все. Это все, что я хотел вам показать. Как я сказал, у меня также есть музыкальный YouTube-канал, куда я загрузил свои музыкальные видео. Вот сейчас я вам покажу некоторые фрагменты из этих видео. Окей. Если вам будет интересно посмотреть на это, то, как я уже сказал, в комментариях к этому видео вы найдете все нужные ссылки. Хорошо. Я очень долго делал все это, я очень долго писал все эти треки, я долго учился писать музыку, я долго делал все эти видео. Для меня это важные вещи. Я вложил туда много энергии, много времени, и поэтому мне захотелось показать все это. Я не хочу, чтобы это просто лежало. Я не хочу, чтобы эта музыка осталась без своего слушателя. Мне хочется, чтобы кто-нибудь в этой жизни нашел эту музыку, и я знаю, что в этом мире есть люди, которым такая музыка может понравиться, и мне захотелось показать ее для того, чтобы нашелся какой-то человек, который это поймет и который это сможет оценить и заценить. Хорошо. Итак, это все, что я хотел рассказать вам сегодня. Надеюсь, что я ничего не забыл, но, наверное, я что-то забыл. Но это жизнь. Хорошо. Кстати, если вы хотите заниматься русским языком вместе со мной онлайн, то
по ссылке в описании к этому видео вы можете зарезервировать урок в моем онлайн-календаре. И также, если вы хотите поддержать меня и также получить доступ к экстра материалам для изучения русского языка, вы можете подписаться на мой Patreon или на мой Boosty. Ссылки вы также найдете в описании к этому видео. Окей, на сегодня это все. Спасибо, что посмотрели это видео, и увидимся в будущем. Пока.